Друзья, всем большой привет! Сегодня я предлагаю связать узор с дырочками вот к такой очаровательной летней майке, которым связан верх майки. Узор очень прост в исполнении. Здесь всего 2 ряда. Справятся все. Перед вами схема узора. На схеме указаны только нечетные ряды. Это видно по нумерации. Нечетные ряды вяжутся справа налево по схеме, то есть по условным обозначениям схемы. При поворотном вязании четные ряды, которые не указаны на схеме, вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды в изнаночных рядах вяжем изнаночной петлей. На схеме указаны 2 раппорта узора вверх по вязанию. Первый раппорт и второй раппорт. Раппорт узора вверх состоит из 4 рядов, то есть провязав последний третий лицевой ряд справа налево по схеме, мы возвращаемся по изнаночной стороне, это будет 4-й изнаночный ряд, и далее начинаем повторять узор, начиная с первого ряда, то есть опять с 1 по 4 ряд. Раппорт узора в ряду состоит из 8 петель. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель для поворотного вязания, необходимо, чтобы ваше число петель делилось на число петель раппорта, то есть на 8. Плюс вы добавляете еще 2 кромочные петли, которые в схеме не указаны. Этот узор можно вязать, конечно, и по кругу. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель для вязания узора по кругу, кромочные петли набирать не нужно, а количество петель ваше должно делиться на 8, то есть на количество петель раппорта. И плюс вы дополнительно добираете еще одну петлю для замыкания петель в круг. При вязании по кругу все ряды и нечетные, и четные вяжутся справа налево. При этом нечетные ряды вяжутся по схеме, а четные ряды вяжутся по рисунку. То есть вяжем ту петлю, какую видим. Видим лицевую, вяжем, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды при круговом вязании провязываются лицевой петлей. На спице для образца я набрала 18 петель. Это 2 раппорта по 8 петель, 16 петель, плюс 2 кромочные, 18 петель. И провязала один базовый подготовительный ряд всеми изнаночными бабушкиными петлями. Первую кромочную петлю я снимала, последнюю провязывала изнаночной бабушкиной. Этим я подготовила петли к их правильному положению и вышла на лицевую сторону, где у меня вот такая лицевая косичка красивая на лицевой стороне. Если вы вяжете классическими петлями, то вы провязываете базовый ряд подготовительный или лицевыми классическими петлями, или изнаночными классическими петлями, чтобы перейти вот на такую лицевую красивую сторону. Если же вы вяжете изделия, начиная с какой-либо планки или с резинки, то базовый подготовительный ряд провязывать не нужно. Вяжем первый ряд справа налево. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Далее идет обозначение такое, это стрелка с наклоном вниз, означает 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я 2 петли провязываю вместе за задние стенки. Вот так ввожу правую спицу внутрь этих петель
и провязываю 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы сначала разворачиваете эти 2 петли, а потом тоже провязываете их вместе одной лицевой за задние стенки. Как разворачивают петли, я далее покажу. Затем вяжем 2 накида, двойной накид. Делаем 1 накид на спицу от себя, второй накид. То есть нить заводим на спицу от себя. Далее вот такое обозначение. Цифра 2, скобка и цифра 2 сверху. Это 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому, чтобы провязать 2 петли вместе с наклоном вправо, я сначала должна эти 2 петли развернуть. Для этого я переснимаю их по очереди на правую спицу, вводя правую спицу сзади работы за заднюю стенку петли слева направо, вот так. Правую спицу ввожу сзади работы за заднюю стенку петли слева направо и переснимаю ее на правую спицу. Затем возвращаю эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, то вы, не разворачивая петли, сразу провязываете их 2 вместе одной лицевой за передние стенки. Провязали один раппорт узора из 8 петель. Вешаем маркер. То есть раппорты мы будем разделять маркерами. Вяжем следующий раппорт. 4 лицевые петли. 1, 2 лицевая, 3, 4. 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Двойной накид. От себя делаем 1 накид, от себя накидываем нить на спицу, второй накид. Еще раз. 1 накид, второй накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому я сначала их разверну, то есть пересниму их. Для этого на правую спицу по очереди, подхватывая их сзади работы за заднюю стенку слева направо. Затем возвращаю эти 2 петли на левую спицу. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Провязали еще один раппорт узора. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу. Второй изнаночный ряд. Вяжем его слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Кромочную петлю снимаем. Далее видим перед собой изнаночную. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Далее у нас идут 2 накида. Первый накид лежит вот такой, с длинной, вот так лежит с длинной передней стенкой. Его мы провязываем изнаночной бабушкиной петлей за переднюю стенку. Если вы вяжете классикой, вяжите изнаночной классической петлей. Второй накид мы провязываем тоже изнаночной петлей, но за его заднюю стенку, которая лежит за спицей. Вот здесь она, за спицей задняя стенка. Не за переднюю, а за заднюю стенку, вот за эту. Вяжем изнаночную петлю. Перекидываем нить вперед работы. Правую спицу заводим сзади работы, за заднюю стенку накида. Захватываем рабочую нить и провязываем изнаночную бабушкину петлю. Далее у нас по рисунку идет изнаночная петля. Это были 2 петли вместе, одной лицевой в лицевом ряду.
Далее перед собой мы видим 4 изнаночные петли. Они были 4 лицевыми петлями в лицевом ряду. Вяжем ту петлю, какую видим. Вяжем изнаночные петли. 4 изнаночные петли. Один раппорт узора мы провязали. Маркер переснимаем. Вяжем следующий раппорт узора слева направо. Вяжем здесь изнаночную петлю. Это была лицевая петля в лицевом ряду, 2 петли вместе лицевой. Далее двойной накид. Первый накид мы провязываем за переднюю стенку, а второй накид за заднюю стенку, которая за спицей. Изнаночной бабушкиной петлей. Провязываем первый накид изнаночной бабушкиной петлей. Затем второй накид вот за эту заднюю стенку. Провязываем изнаночной бабушкиной петлей. Нить переводим вперед работы. Спицу правую заводим сзади работы, за заднюю стенку накида. Вот так. Захватываем рабочую нить и провязываем изнаночную бабушкину петлю. Далее у нас петля выглядит как изнаночная. Это были 2 петли вместе одной лицевой в лицевом ряду. И далее у нас петли выглядят как изнаночные. 4 изнаночные петли. Это были лицевые петли в лицевом ряду. Провязываем 4 изнаночные петли. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Вяжем его справа налево. Кромочную петлю снимаем. Далее вяжем вот это обозначение стрелка вниз. 2 петли вместе с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе за задние стенки одной лицевой петлей. Далее 2 накида. Один накид от себя, второй накид от себя. То есть нить накидываем на спицу от себя. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого мы эти 2 петли должны сначала развернуть, так как мы вяжем бабушкиными петлями. Для этого переснимаем их на правую спицу, вводя правую спицу сзади работы, за заднюю стенку петли слева направо и возвращаем эти петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. И теперь провязываем 2 петли вместе за передние стенки одной лицевой петлей с наклоном вправо. Такой наклон вправо получается. Далее 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Раппорт узора 1 провязали. Переснимаем маркер. Вот так уже у нас начинает вырисовываться узор, дырочка. Переснимаем маркер. Вяжем следующий раппорт. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. То есть 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Двойной накид. Один накид от себя, второй накид от себя. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли, переснимая их по очереди на правую спицу. Затем возвращаем их на левую спицу и провязываем 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо. 4 лицевые петли. Далее идут 4. 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Вот такие уже дырочки у нас получаются. С красивыми ровными краями.
Работу разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем 4 изнаночный ряд. Последний ряд в высоту. Кромочную петлю снимаем. И далее у нас идут 4 изнаночные петли, которые были 4 лицевыми петлями в лицевом ряду, то есть по рисунку. Видим 4 изнаночные петли, вяжем 4 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2, 3, 4. Далее тоже у нас петля смотрится как изнаночная. Эти были петли, 2 лицевые петли в лицевом ряду, одной петлей вместе. Далее идет двойной накид. Первый накид провязываем за его переднюю стенку. Он вот такой вот с длинной передней стенкой. Провязываем за переднюю стенку бабушкиной петлей. А второй накид провязываем тоже бабушкиной петлей, но за заднюю стенку. Низ переводим вперед работы. Спицу заводим сзади работы, слева направо. За заднюю стенку накида захватываем рабочую нить и провязываем его изнаночной петлей. Далее 2 петли вместе одной лицевой были в лицевом ряду. Здесь эта петля выглядит как изнаночная. Провязываем изнаночную петлю. Провязали один раппорт узора, маркер переснимаем. Вяжем следующий раппорт узора. 4 изнаночные петли. По рисунку вяжем 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, еще 1 изнаночная петля. Далее перед нами двойной накид. Первый накид с его длинной передней стороной, передней стенкой длинной, вяжем за переднюю стенку изнаночной петлей. Второй накид вяжем изнаночной петлей за заднюю стенку. Рабочую нить перекинули вперед, слева направо сзади захватили накид правой спицей, затем сверху захватываем рабочую нить, еще раз, и провязываем бабушкину изнаночную петлю. Далее идет по рисунку изнаночная петля. Это были 2 петли вместе, одной лицевой в лицевом ряду и кромочная петля изнаночная. Провязали 4 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Уже вот такие вот дырочки у нас начинают оформляться. Края у них ровные, красивые краешки. Далее вяжем узор по схеме, начиная с 1 ряда, опять с 1 по 4. И так повторяем вверх по вязанию раппорты узора столько раз, сколько вам требуется. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Узор вам пригодится. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайки, напишите комментарии. А я желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. До новых встреч. Пока-пока.